Доброе утро, зрители Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Группа исследователей из Google совершила прорыв в нейросетевых технологиях. ИИ смог успешно и качественно имитировать Doom. То есть игру запускали на микроволновках и градусниках, а теперь на нейросети. Фактически игра работает вообще без традиционного игрового движка. Технологию назвали Game Engine. На слух слово воспринимается буквально как игровой движок. Game Engine сумела воспроизвести Doom на скорости 20 кадров в секунду на одном тензорном процессоре Google. Базовый принцип обучения схож с другими нейромоделями. Чтобы Game Engine научилась воспроизводить Doom, ей сперва скармливают записи реального геймплея. По словам исследователей, качество генерации Game Engine настолько хорошее, что группа людей, которым предложили оценить результат, едва смогла отличить реальный геймплей от ИИ геймплея, но лишь в коротких клипах. В долгих, похоже, все-таки появляются артефакты. Как пишут исследователи, симуляция в Game Engine не является абсолютно точной, но зато нейросеть показала, что справляется со сложными видеоигровыми задачами. Корректно считает броню и здоровье, позволяет атаковать врагов, повреждать объекты и открывать двери, а также помнит состояние игры на протяжении длительного времени. Впрочем, значительные ограничения все же существуют. Например, у Game Engine ограничена память. Она имеет доступ к 3 секундам истории и вынуждена компенсировать это другими методами. Например, подсматривать количество здоровья на своем же экране. Кроме того, более сложные игры Game Engine пока не под силу. Sony еще не анонсировала улучшенную PlayStation 5, она вроде собирается выйти до конца года, но в сеть просачивается все больше сведений об устройстве. Надежный инсайдер Билл Белкун сегодня раскрыл дизайн обновленной консоли и поделился свежей информацией. Если я не забыл вставить картинку, то возможный дизайн новой плойки сейчас на вашем экране. Инсайдер подглядел дизайн устройства на коробке с PS5 Pro и принес его в интернет. Главное отличие от стандартной версии — 3 черные полоски. Вероятно, на PS5 Pro можно будет устанавливать сменные панели от PS5 Slim. Билл Белкун видел только прошку без дисковода, но допускает, что у PS5 Pro будет вариант и с приводом. Как предполагает инсайдер, Sony продемонстрирует новое устройство уже в первой половине сентября. Разработчики из Unfrozen Studio провели стрим с ответами на вопросы фанатов из социальных сетей про анонсированную Heroes of Might and Magic Olden Era. Стриму уже несколько дней, но в инфакте о трансляции мы не рассказывали, а лучше поздно, чем никогда. Девелоперы раскрыли больше деталей о проекте и представили то, какой они видят игру. Информации просто невменяемая гора, так что озвучу небольшую часть из нашей заметки. Заинтересованных в описании ждет ссылка на full. Рассказали, что проект в разработке уже почти 4 года, и разрабы время зря не теряли. В ходе создания игры провели порядка 20 закрытых интервью с представителями современной киберспортивной сцены, организаторами турниров и стримерами героев с целью собрать полезное мнение о жанре и том, что фанаты ждут от потенциальной новой части. Unfrozen Studio охарактеризовала себя как молодую команду, однако в ее составе есть разработчики World of Warcraft, League of Legends и Disciples 3. Все они являются фанатами серии героев, поэтому для разработчиков большая честь работать над ней. Серьезное внимание уделяется генератору карт. Разработчики хотят найти баланс между фановой составляющей и справедливыми стартовыми условиями для всех участников матча. Уже есть работающая версия, и ее продемонстрируют в скором будущем. Редактор будет содержать большинство настроек из Героев 3, но избавится от его болячек и позволит реализовать большинство полюбившихся комьюнити шаблонов, в том числе из 5-й части. Про онлайн. В каждом онлайн-режиме будет свой рейтинг. Отдельно разработчики остановились на арене, которая похожа по своим правилам на аналог из Hearthstone. То есть игроки выбирают фракции и героев из определенного случайного пула. Для Unfrozen Studio вопрос игрового баланса стоит на первом месте. Сотрудники тестируют системы, обсчитывают разные варианты и сочетания игровых механик. Студия будет работать над совершенствованием баланса постоянно, выпуская хотфиксы. Глава студии привел пример, как они выкатили исправление всего за 3 часа после релиза их первой игры — Iratus Lord of the Dead, когда увидели, что большинство игроков не могут совладать с одним из боссов из-за бага. Такие вот подробности. Старт раннего доступа Heroes of Might and Magic Olden Era назначен на 2-й квартал 2025 на ПК. Русский язык будет.
Фанаты серии Dino Crisis уже много лет молят Capcom выпустить продолжение или ремейк. Меж тем, отец франшизы Синдзи Миками полагает, что свежая Dino Crisis вряд ли стала бы хитом. В ходе интервью на Gamescom 2024 журналист Eurogamer поинтересовался, как Миками относится к тому, что игроки настойчиво просят Capcom вспомнить об ужастике про динозавров. Разработчик признался, что не ожидал подобной любви к Dino Crisis. Говорит, меня это очень удивляет. Крутость динозавров и все, что с ними можно сделать, в последние годы вроде бы точно уловила Monster Hunter. Так что даже если бы я задумал сделать ремейк или новую версию Dino Crisis, для подобной игры, на мой взгляд, осталось не очень много места, после того, как Monster Hunter стала такой популярной. Но да, я удивлен. Конец цитаты. Основная линейка Dino Crisis насчитывает 3 части, и последняя из них вышла в далеком 2003 году на первый Xbox. Синдзи Миками едва ли вернется к своему детищу. Именитый японец основал новую студию и теперь хочет отойти от жанра survival-хорроров. Так, как ребята обычно это делают. Косари! Чизи Фиолетовая Борода накатал блог про хороших персонажей, которые творят всякие гадости. Автор прошелся по Принцессе Пич, по Лорду Симуре из Цусимы, по Джоэлу из Ластухи и еще по некоторым героям. Текст — полезное напоминание, что не все хорошее, что хорошее. Ребята на сайте ему ответку накатали, кстати. Там, наоборот, про добрых злыдней. And Another One интересный текст написал Александр Шумаков. Он взял мир The New Order и The Old Blood и предположил, а могло ли такое случиться в реальности? Может, что-то из показанного даже случалось? Оформил он свое исследование картинками, референсами и справками. Все как надо. Упоминание достоин и автор «Дыши глубже». Его текст о том, как создать идеального злодея. Там вас ждет много букв о злодейских злыднях. Почему они такие, зачем нужны, откуда берутся и из чего составляются. Косареносцев призываю чекнуть личку на сайте. Как вы помните из вчерашнего инфакта, сотрудники Spiders выступили с заявлением против своего руководства. Мол, зарплаты низкие, рабочие процессы непрозрачные, текучка большая и так далее. Руководство ответило. От имени студии эти обвинения назвали ложью и клеветой. Вот один абзац из их официального заявления. Французский профсоюз сотрудников игровой индустрии опубликовал обвинения о трудовых условиях в Spiders. Эти лживые и даже клеветнические обвинения никоим образом не отражают реальность повседневной рабочей жизни сотрудников компании и являются атакой на репутацию студии, чьи команды полностью сосредоточены на производстве качественных игр и с энтузиазмом готовятся к релизу Gridfall 2 в раннем доступе. Конец цитаты. Драма накаляется. Скорее всего, узнаем продолжение совсем скоро. Компания Annapurna может быть известна вам как издатель видеоигр, но речь сейчас пойдет не об Annapurna Interactive, а о ее матери, Annapurna Pictures. Pictures, как вы понимаете, намекает на киноориентированность компании. Так вот, она заключила сделку с Remedy, которая касается франшиз Control и Alan Wake. В чем суть сделки? Annapurna Pictures профинансирует 50% производственного бюджета Control 2, а еще получит права на адаптации Control и Alan Wake в сфере фильмов, сериалов и некоторых других аудиовизуальных форматов. Сделка составлена таким образом, что Remedy начнет получать повышенную долю от прибыли Control 2, как только вернет сумму, которую вложила Annapurna Pictures. В свою очередь, Annapurna Pictures получит повышенную долю от прибыли, которую сгенерирует аудиовизуальная продукция по Control и Alan Wake. Окончательные права на обе франшизы остаются у Remedy. Напомню, Remedy выкупила все права на Control в феврале 2024. Издательство 505 Games пока выполняет свои обязательства, но после этого серия может либо найти другого издателя, либо стать самиздатом от Remedy. Завершим пятничный инфакт традиционным напоминанием об интересностях на stopgame.ru. Там Дима Карнов залез в Jedi Academy, а теперь рассказывает нам всем о своих впечатлениях. И напоминаю вам про надоначенный на прошлом лимане школьный лиман, который стартует сегодня в 18:00 по Москве. Всех ждем. Можете прямо по ссылке в описании переходить на страницу трансляции. Не забудьте про лайк и хорошей вам пятницы. Пока!